Шрик! С вами Ангел. В этом видео я расскажу о новой технологии покраски моделей. Это программа Substance Painter, рассчитанная для 3D графики со своими особенностями. В этой программе можно создавать свои текстуры, можно использовать текущие материалы, либо комбинировать существующие текстуры. Она рассчитана на множество движков, от Unity, Arnold, так и более продвинутые движки, такие как Unreal Engine, CryEngine и многие другие. Есть даже возможность составлять свои настройки под нужды конкретной игры. В чем ее преимущество перед другими программами? Программа позволяет делать более качественные текстуры, комбинируя, масштабируя или поворачивая текстуры как угодно. При этом качество текстур не теряется и автоматически подгоняется под границы UV Shell. Также в программе имеется множество текстур, которые можно использовать и комбинировать их. Есть возможность загрузить свою текстуру и использовать ее по назначению. Все, что нужно, это загрузить полную модель в эту программу и начать работать. Все начинается со слоя. Первый слой я оставляю как глобальный слой, чтобы потом вернуться к нему, проверить, все ли закрашено. Добавляем новый слой, и в новом слое закрашиваем те участки, которые хотели бы изменить. Я использую инструмент Polygon Fill, выбираю режим, треугольники, полигоны, вся модель или UV Shell. Для удобства выделения задаю любой цвет. Затем отмечаю необходимые области и закрашиваю их. Как только закончил с этим, к слою добавляю маску, и они работают так же, как Photoshop, если вы работали с ним. Добавим черную маску. В маске выбираем тоже инструмент Polygon Fill и выделяем те же области, которые я отметил. Если хотите, чтобы добавленная область не отображалась в слое, просто инвертируйте заливку и нажмите на ту область, которая вам не нужна. После того, как определились, какие области вам нужны, переходите в обычный слой и добавляйте к нему эффекты, которые нужны. Fill, заливка, генератор, Paint, рисунок, параметр уровень и фильтры. Заливка, заполните его с несколькими дополнительными вкладками. Base Color, Metallic Alpha маска, Roughness, отражение, Alpha маска для отражения, Normal и Hedge, высота. Подробнее об этих вкладках. В Base Color можно задать цвет или текстуру. В Metallic можно задать текстуру, которая будет отображаться как альфа-маска. Я использую в качестве текстуры прозрачности. Чем темнее ползунок, тем выше прозрачность. Чем ниже, тем меньше прозрачности. Отражение. Ее возможности такие же, как у Metallic. Используйте ее, чтобы посмотреть, как выглядит ваша модель с отражением. Чем выше параметр ползунка, тем меньше отражение. В игре наоборот будет. Чем выше параметр ползунка, тем больше отражений появляется. Normal и Hedge имеют по сути одну и ту же функцию, но по-разному делают свое дело. Просто Hedge является альфа-маской и дополняет вкладку Normal. Если используете Hedge, обязательно нужен фильтр Hedge to Normal, чтобы променялись ваши настройки при экспорте. У каждого из вкладок имеются дополнительные параметры. Текстуру можно масштабировать, можно менять ее расположение по UV координате и поворачивать. Если используете текстуры, добавляя их в отдельное поле, то у них могут быть еще и дополнительные параметры. Генераторы. Можно использовать разнообразные генераторы, такие как градиенты, добавление грязи, особое цветение на боковые места и многое другое. Для них нужно создавать карту моделей, чтобы использовать эти генераторы без ошибок. Чтобы это сделать, вам нужно найти вкладку Edit и выбрать Fake Mesh Maps, отметить все галочкой, и дальше программа сама вам создаст необходимые карты. Paint. Этот параметр обычно используется для кисти и имеет такие же параметры, как у заполнения. Имеет возможность создавать плавные переходы от тонкой линии до толстой линии. Очень хорошо для того, чтобы создавать особые текстуры, такие как ржавчина, грязь и тому подобное. Для этого достаточно взять в альфа-маску любую кисть. Я пытался сделать с помощью него стояночные места, но в итоге выглядело хуже, и лучше сделать эти стояночные места через кирпичную текстуру. Так выглядит ровнее и лучше, чем кистью. Параметр уровня. Он корректирует ваш цвет, делает его темнее или светлее.
Используйте конкретный канал, чтобы посмотреть, как это работает. Фильтры. Может создавать особый градиент, Hash как Normal. Фильтры могут придать вашей модели даже особенную стилистику. Попробуйте каждый из них и посмотрите на вашу модель. Есть такая возможность, как добавлять материалы. В видео они доступны ниже. Эти особые материалы, которые можно использовать для ваших моделей. Просто возьмите любой материал и наведите на вашу модель. После того, как поэкспериментируете с вашей моделью, нужно экспортировать текстуры. Для этого перейдите во вкладку «Файл» и «Экспорт текстур». Саму модель нам не нужно экспортировать, ведь у нас есть модель, верно? У вас появится окно экспорта текстур. Все, что нужно, это задать, куда вы собираетесь экспортировать ваши текстуры. Затем задать, по какой настройке вы будете экспортировать текстуры. Если вы используете эту программу для Cities Skylines, то используйте настройки, которые находятся в описании видео. Эти настройки, которые я использую и считаю, что они максимально подходят для игры Cities Skylines. На первый раз, я думаю, этого будет достаточно. Тип файла выбирайте стандартный, PNG 8 бит. Далее размер. Хочу заявить о том, что программа Substance Painter может самостоятельно подгонять размер текстур и делать это качественно, чем если бы вы это сделали самостоятельно. Так что выбирайте сами, какого размера у вас будет текстура. 2К, 4К, 8К или меньше этих типов. Можно использовать свои значения в программе. Для этого выберите параметр Based on Age Texture Set Size на основе каждого размера набора текстур. Но тогда для каждого слоя придется назначать свое значение текстур. Теперь пейдинг. Я заметил, что если убрать этот параметр вообще, то в игре будут видны стандартные серые места, как если бы текстур не было. Решайте это просто. Добавляем этот параметр и Deletion plus Default Background Color. И справа меняйте цифру. У вас стандартом будет 16. Я выбрал 3 пикселя в обводку. Так вы сможете обойти проблему непонятных серых или черных мест в вашей модели в игре. Как только закончили с настройками, нажимайте на экспорт и загружайте ваши текстуры в игру. Если у вас остались вопросы, не стесняйтесь задавать их в комментарии.
even know me like that. Are you pressed for time? Put you on my mind. Come a little closer like that. Staying up all night, throwing drinks back. Blue eyes smiling while you're cursing. I admit it's working. You're working. Don't care, you're crazy, it's perfect. Shaky and I'm slurring, 'cause I'm nervous. It's you. It's you. Oh, you. The second I saw you, I'm nervous that it's you. I'm nervous. I'm nervous that it's you. Now we don't wanna go back. Blurring all the lines, been going from. I know that we both should get back. Been losing my mind, like being lost in yeah, your blue eyes, all my plans reversing. You know that it's working. You're working. Don't care, you're crazy, it's perfect. Shaky and I'm slurring, 'cause I'm nervous. It's you. It's you. Oh, you. The second I saw you, I'm nervous that it's you. I'm nervous. I'm nervous. I'm nervous that it's you. I'm just saying, I can't ignore you. I'm not playing. Might mess up and fall for you. I'm nervous. I'm nervous that it's you. Oh, yeah. That it's you. Жилой комплекс «Аквамарин» класса «Элит» находится в Владивостоке, в центре города, и является первым небоскребом на Дальнем Востоке. Количество этажей числится от 40 до 43, без учета платформы. Высота здания 155,5 метра, а расположение на берегу делает «Аквамарин» уникальным, позволяет воплотить сочетание уюта загородной жизни и преимущества городской квартиры. На крыше имеется вертолетная экскурсионная площадка и обзорная смотровая. Модель этого здания моя вторая работа для игры City Skyline. Для создания объекта использовалась планировка этажей и парковки, а также визуальные материалы. Этот комплекс имеет ближайший яхт-клуб в водной акватории. Близкое расположение к центру города и общественного транспорта позволяет жителям быстрее добираться на работу. В будущем муниципалитет собирается построить рядом большой детский сад. Здание предоставляет не только жилье, но и магазины, фитнес-помещения, офисы и прочие удобства. Ссылка на этот объект предоставлена в описании. Некоторые люди сообщали мне о том, что появляется реклама жилого комплекса «Аквамарин». Забавно, что поисковые системы предоставляют вам такую рекламу, учитывая то, что реклама жилого комплекса не является целью выпусков видео. В дальнейшем планирую сделать еще несколько моделей в городе Владивостока. Следите за новостями ВКонтакте и в YouTube.
Мои контакты можно узнать в описании. У меня полно идей, которые можно сделать и включить в игру. Те объекты города Владивостока, которые создаются для игры, входят в проект Welcome to Владивосток. Этот проект предназначен для создания полной и максимально точной передачи особенностей города в игре Cities Skylines с ее стилистикой и архитектурой. Предназначен для поиска решений текущих проблем города, такие как застройка города, общественный транспорт, пробок и прочих проблем. So fragile, like it was built to break off the handle. How'd we get to this place? We're leaving everything behind for new and exciting feelings, but I won't leave you. Will everything we know be lost and changed for something new? Only time will tell, but I'll be holding you. I'll be holding you. I'll be holding you.
right now, I'm not worried. Thinking about tomorrow. I'm feeling everything I need from you. It's all I believe in. I know you feel it too. Will everything we know be lost and changed for something new? Only time will tell, but I'll be holding you. 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 We both have thoughts of leaving when thoughts get thrown around. But we keep going on believing, and on till we're all cried out. 'Cause we don't feel like throwing it all away. We don't feel like it. But this time it's not about escaping. We don't feel like it. We don't feel like it. 'Cause we don't feel like throwing it all away. We don't feel like it. We both have thoughts of leaving when thoughts get thrown around. But we keep going